Любителям мстить привет, остальным крутой, классный, вкусный, эксклюзивный контент на Рутубе. У меня там вышло видео по ходячему замку, рекомендую к просмотру. Ссылка в описании. Монетизации на Ютубе нет, так что, да, посмотрите, я поем. А пока лайк, подписка, комментарий, поехали! Новое положительное утро с легким паром и прекрасным настроением таким, что можно и у зеркала самолюбованием заняться. И о недавно подселившейся сестре вспомните, матери в употреблении стрип не отказать. Там, понимаете, калорий много, горемычным такое не подходит, чел тупо атлет. Масамуне Макабе недавно перевелся в новую школу, еще никто ничего, кроме прилюдного буллинга от Никая Дакаги не видел. Не слышал, не знает, зато спит себе спокойно. Что, конечно, явно положительно насчет ГГ освоился, что не может Футабу на старости не радовать. Еще и Шурик обед по доброй дружбе принес. Лайк, спасибо, подписка, пожалуйста, пора ближе к делу. И тут Таки как заявилась в класс, да как схватила молодого за галстук. Благо на этом все, нужно было просто найти какого-то пятиглазого, решившего отослать горемычное любовное письмо. Чувства, как понимаете, невзаимные, макулатура порвана на кусочки, помянем. А что до подробностей, так оказывается, ГГшку вообще не привлекают парни, всех непонятно за что ненавидит, кринжует, собрала свиту подруг, но обедают почему-то все равно где-то неизвестно где, в гордом одиночестве. Ладно, вру, никаком не одиночестве, никаком неизвестно, уж тем более не гордом. Он сидит на пыльном складе, дожидается Йошина с очередной порцией хрющего. Ну что поделать, метаболизм такой, ясно, понятно, простите, до встречи. Даже долго ждать не придется, вон молодая осталась одна, и там уже гнилой пятиглазый косы хочет отрезать, что-то про кибербуллинг и унижение кричит, бурчит, но конечно ничего не будет, ведь ГГ на то и ГГ, что он тут как тут, потому что все понял, так и подумал, беде быть, поэтому можно проследить, помочь, спасибо. Но вы не подумайте, никакая Дагаки защитнику не нравится. И все, что он хочет, влюбить ее в себя, а потом скоропостижно веролом набросить, потому что, представляете, у Масамуны детская травма. Именно ГГшка когда-то ребенка обидела, указав на шарообразный внешний вид. И выходит, Шиз улучшался, самосовершенствовался только ради того, чтобы когда-то отомстить. Одним, простите, словом, кринж. Другим словом, записка с коротким и емким хрю. Ну, поняли, не поняли? Нет, кто-то знает, что горемычный это тот самый пухлый горемычный. Проще говоря, пора думать и еще раз думать, кто как, когда, куда и мог все понять. Но смотрите, это точно не сама Аки, иначе она бы сразу раскрыла все карты. Тогда да, какой там тогда. На мысли времени нет, нужно помогать нерасторопной Йошина. Купить булок, хлеба и, собственно, отнести к горемычной. Чтобы, сами понимаете, проверить почву и испытать удачу. К счастью, из ниоткуда и сок появился, и решительность для каких-то пылких цитат из третьесортных фанфиков. К несчастью, ловушка. А вместе с ней главная прислужница, которая вот это да, есть та самая всезнающая всезнайка. Семья которой уже 300 лет поколений как обслуживает Адагаки. Удивлены? Нет? Ну и ладно. Главное, что у бедолаги, видимо, есть какие-то собственные причины и следствия, так что она готова помочь ГГ. Подробности не раскрываются, значит доверять такому не стоит, лучше продолжить наблюдать. И подписаться на Телеграм, Дискорд, Рутуб, Рубут. И кто бы мог подумать, для этого как нельзя, кстати, подойдет помощь старости и бесплатное вступление в комитет трубочистов. Главные окна блестят, предложения от Футабы сходить на свидание оформляются, отклоняются, а там и у горемычной можно номер попросить, а только телефон пока в ремонте. Увидимся через неделю. Ладно, не увидимся, вон в классе записка, а за ней еще одна, еще записка, и конверт в курятнике, и окно, и что вы думали, фатальный отказ. Обидно, досадно, но Йошина же, если не забыли, готова помочь во всем, всегда, да. И снова, страшные жуткие дополнительные занятия, вернее их потенциальная организация в случае, если ребята завалят предстоящие экзамены. Но, понятное дело, все испугались, разуновались, и только Шурик спокоен. А все потому, что у него и так однозначные баллы, если наберет десятку, уже неплохо. Остальное же так, мечты. Правда, подобные фантазии в планы горемычного не входили, потому будет фатальная подготовка. И кто мог подумать, Аки с Йошиной тоже трудится, не покладая рук. Через такого можно даже заключить мощнейшее пари. Мол, в случае высоких баллов у Макабы, горемычная пойдет с ним на свидание, а в обратной ситуации сам молодой налепит любое подлое прозвище себе на спину и будет ходить с клеймом всю оставшуюся учебу. К счастью, игра предстоит не 2 на 2, а 3 на 1, потому что, помните, служанка обязалась помогать? Да. Да ничего вы не помните и не понимаете. Подобные резкие подмены обстоятельств ни в какие планы не входили, потому и поддержки ждать не стоит, придется все самим, своими силами. Ну и все, таймскип, день тестов, обед из дома не забыли, воду от молодой получили, поели, попили, можно и к заданиям приступать. И что вы думали, у Масамуны скрутило живот? Все явно, точно, однозначно 100% вина воды из автомата. Удары выше пояса, нужно разбираться, разобраться и представляете, виной всему был домашний обед с протухшими желтками. А горемычная в школу вообще не пришла, тоже по причине болезни. Итого нища и дополнительные занятия для одних бедолаг. Но не стоит печалиться, свиданок все-таки можно устроить и даже подобающе нарядиться. За мемы и схемы вините Йошину. Ну а так, ребятки походили, побродили, кино посмотрели, поели, попили, поели, узнали от ребенка и окружающих, что косплей это кринж. Сходили в магазин, засмущались, раскричались, в примерочную заглянули, по лицу получили, флешбэк пропустили, наконец проснулись на коленях Адагаки. Что вы знали, ни в какие планы служанки подобное точно не входило, зато лед тронулся, и это хорошо, и это прямо то, что нужно, чтобы вся из себя заносчивая ГГшка после потенциальных расставаний поняла, приняла, обработала и пересмотрела свои взгляды на жизнь. А жизнь Масамуны, кстати, полностью основана на всяких посредственных ромкомах. Оттого он, понимаете, не понимает, что как и куда действовать в разного рода ситуациях. А на этот раз так вообще решил один в один скопировать сцену с дождем. Но все бы ничего, и реплика та же самая, и зон вручил, только ситуация иная. Другая его
вовсе не располагаемая к диалогу. Аки так и поняла, что ничего не поняла. А на следующий день, и на следующий день, и еще на следующий день, что вы думали, ГГ стал тупо избегать возлюбленную по наставлению горе-учительницы. И вот тут никто ничего нигде уже не понимает, не выкупает ходы, входы, выходы, догонялки, наконец-то встреча прямо так лицом к лицу. С искренностью, чувствами и прочими положительными непонятными качествами. Но поняли, нет, Адагаки так и не понимает, с чего бы она такая вся из себя шизичка могла понравиться такому всему из себя шизу. Ну и, как понимаете, пациент ничего опять и снова сам сформулировать не смог. Тупо убежал жаловаться доктору. Диагностировано слабоумие и реальное отсутствие причин влюбленности. Потому проще написать письмо, а уже там изложить все за и против. Жаль, подобный мув ГГшка не оценила. В мусор бумагу бросила, обиделась, ушла. Все потому, что не совсем глупая. Заметила, узнала, осознала, что все вышеперечисленные схемы случились в том числе по вине прислуги. Обидно, досадно, предательство прямо ножом в спину. Ну да ладно, не надо печалиться, вся жизнь впереди, тем более эмоции есть, а это главное. В этом-то Йошина разбирается еще с детства. Ладно, вру, впереди не жизнь, а машина. Но благо из ниоткуда по счастливой случайности прямо вовремя по расписанию появилась Макабе. И все, то есть ничего печального не случилось. Ну вы представляете, случилась машинистка, которая вот так сразу сходу ГГ прилипла. Говорит, мол, наконец-то нашла. Даже не поверите, имя Масамуна откуда-то знает, теплые чувства питает, и, к счастью, неловкую ситуацию прервали. Пора, простите, прощаться. До скорых встреч. К слову, встреча состоялась реально скоро. Это самая Фуджиоми, оказывается, как раз перевелась прямо в школу бедолаг. Так еще и новоиспеченным подругам сразу же рассказала о единственной цели своего визита — горемычном. Все в шоке, он тоже так мало того новенький еще какую-то душевную басню спела про встречу 3-летней давности с ванильными цитатами и подаренным от холодного холода плащом. Одним словом, кринж, потому что так давно Макабе еще была круглым пухляшом, а вовсе не таким, как сейчас, статным шизом. И тут вот какое дело. Фуджиноми на самом деле хочет всего-то скрыть в тайне реальную причину ее влюбленности, так сказать, оставить это только между ребятами. Гай, конечно, как и я, как и вы, не знает, о чем вообще речь, тем более какая разница, если он все равно влюблен в другую. Проще говоря, конкурент. От конкурентов нужно прямо сразу здесь и сейчас избавляться. Жаль, что внезапное открытие окон и отсутствие присутствия неудобной одежды никто не ожидал. А такого только опять и снова уходить, останавливать, злиться и случайно натыкаться на неприятности. Уроки прогуливаю, что вы знали, дело скверное. Так что в честь отработки горемычные будут драить бассейн. Ну и, конечно, обливаться, купаться, спасаться, думать, разговаривать, не думать. Единственное из всего этого, что вам нужно знать, Аки тоже нужно знать, что никакие, никто, ничто не прикол, а самые настоящие искренние чувства, которые, если можно, то нужно доказать, желательно поцелуем и комментарием, соответствующим анекдотам. Тут ничего не поделаешь, хоть подобный коронный прием подразумевался критически необходимым для расставания, но если надо, значит надо. Но, впрочем, ладно, не надо. Почему, не знаю, никто не знает, в том числе и сама горемычная. В итоге сошлись на том, что Масамуна испытывает настолько сильные чувства, что сам ничего понять не может, если точнее, Аки на том сошлась, а ГГ так и остался не понимать, что случилось. Раз так, как нельзя кстати, будет приободряющий, тонизирующий комплексный час с кучей химических биодобавок. А зато можно воспользоваться тем же оружием, спросив о том, что может нравиться в никудышном человеке. А после и разойтись, и слежку заметить, и чуть случайно Хаясу встретить, мать на то и мать сразу приметила идентичную школьную форму и затащила подруг в гости. А еще и за плиту поставила, чтобы время зря не теряли. Жарили, парили, хрючево. Макабе, правда, почему-то гостям не обрадовался. Ну, оно и ясно. В доме комната, а в комнате компромат на прошлой бедолаге. Значит, нужно все в стол убрать, никого не пускать, сесть, поесть, удивиться таблеточному рациону Фуджиноми и в честь встречи пойти выпустить пару-тройку фейерверков. И тут я вам даже все расскажу, объясню, потому что по факту Хаяса откуда-то знает химичку, она знает про прошлое шиза, и тут все, то есть пазл сложился. Ребятки реально одинаковые, таблеточная тоже когда-то была не лебедем, а уткой. Тем временем лето, каникулы, пляжный эпизод. Все поедут на личный остров семьи Адагаки. Конечно, сначала горемычно хотел взять с собой только Шуру, но там и все остальные прицепом схватились, так что пришлось да. К счастью, на острове ребят уже ждет секретарь Мидори, готовы всех принять, выслушать и что вы думали. Никаких мужчин в списке гостей не было, уж тем более двоих. Ну да ладно, волноваться не стоит, ведь горемычные со слов Масамуны встречаются. Тогда хорошо, добро пожаловать, располагайтесь, купайтесь, наслаждайтесь отдыхом. К несчастью, все вышеперечисленное доступно всем, кроме героев, потому что им нужно уединиться как можно дальше, чтобы никто нигде никого не нашел, не заметил, не рассекретил временную гнилую ложь. И тут, представляете, все, Аки в настроении поменялась, снова стала командовать, злится, кричит, стучит, говорит, хочет еды, да побольше. Значит, нужно идти заготовкой, а заодно расспросить Пятиглаза о том, какие есть подростковые развлекательные активности в пределах острова. Как нельзя, кстати, имеется заброшенная лачуга. Ну, типа, чтобы ребятки прошли тест на храбрость, поняли? Не поняли? Поняли? Ну, типа, лачуга. Извините. Флэшбэк. Значит, столько-то несколько лет назад, когда секретутка только устроилась на службу, она сразу приметила бедную несчастную бедолагу, хнычущую, плачущую из-за покинувшего ее пухлого товарища. Ну и после, понимаете, все пошло по накатанной, мужененавистничество, кринж, злоба, агрессия, прочие негативные черты характера. И вот Мидори это так понравилось, что она ни за что и ни про что не готова вот так позволить кому-то разрушить образ статной неприступной девушки. Шизичка даже готова лично напугать
напугать внезапного кавалера. Спойлер, напугали саму Пятиглазую, да так, что она даже больше никому ничего плохого не желает, и того раздор не произошел, но и сближения не случилось. Все осталось ровно так, как было. Проще говоря, пляжный эпизод. Из важного. Масамуне наконец заметил пропажу важнейшей фотокарточки. Исчезнуть она могла только в одном направлении, потому все мысли голова забиты одним и тем же. Даже встреча Саки в кафе не радует, все мысли, расчеты, причитания. По-простому нужно в кои-то веки взять и решиться на первый шаг, чтобы точно выяснить, зачем, как и почему. Ну и все, дальше все строго по отсутствию плана, звонок, гости, комната, внезапно зашедшая Фуджиномия. И представляете, ее вообще нисколько не смущает, что ГГ был круглым, потому что это не главное, главное, чтобы человек был хороший, и поцелуи оформлялись удачнее, а там можно и... Да ничего не можно, ничто ни в коем случае нельзя. Официально, тотально бесповоротно. Мстя есть мстя, и точка. Ладно, вру, запятая. Простите, в смысле очередной сбор всей компании ради отдыха в бассейне. Пришли все, кроме сами понимаете кого. Повеселились, поели, побродили, случившееся обсудили. На выходе охрану больной встретили, и что вы думали, Фуджиномия куда-то пропала. Виноват во всем, конечно, ГГ, но он всего-то отказал из-за имеющихся чувств, не больше. Казалось бы, что здесь такого? А то, что таблетки молодая не взяла, она ведь реально больная и не протянет, не продюжит. Без соответствующих медикаментов. Помянем. То есть, простите, еще ничто не точно. Нужно срочно отправляться на поиски. Кто бы мог подумать, горемычно оба подумали об одном и том же месте. Там даже могла быть лирика, романтика, трагедия. ГГ вдруг ни с того ни с сего спросил, мол, помнит ли ГГшка такую чудную кличку Свин? Но ответа не будет, потому что с крыши летит бумажный самолетик, а это ну прямо как в той самой манге, которую недавно читала бедолага. А значит, и она здесь и хочет косплеить непоправимые схемы, и срочно требуется бежать, спасать и стерегать от непоправимого. Ну и дальше что? Классика, скорая больница, ожидание, беседы, обеды, мемы, схемы. Важно среди этого больная и здоровая реально разок встречались в детстве по причине богатых влиятельных родителей. А тут уже, собственно, и база данных с потенциальными мужьями, и случайно выбранный Масамуне, и причина всему этому необходимость бессрочного отъезда за границу в попытках излечить неизлечимый недуг. Но что самое главное, на прощание Фуджиномия дала Аки наставление перестать скрывать свои истинные чувства, а Макабу посоветовал определиться с точными планами на будущее и мелочными пустяковыми целями. Он, знаете, не знает, потому тупо прошел мимо с измененным лицом и даже с друзьями не попрощался. Того хуже, из дома решил отчалить, чтобы искать нового себя. С другой стороны, у Дагайки все того лучше. Он флешбеки приходит, пазлы складываются, чувства чувствуются, и внезапно из ниоткуда прямо снег на голову появляется некий кринж. Строится, говорит, давно с самого детства не виделись. Спойлер, во-первых, сами понимаете, это никакой не Масамуне, а во-вторых, вообще не парень, а женщина. А вот теперь живите с этим. Потому что Аки реально как-то придется с этим жить. У самозванки откуда-то чудное письмо с требованием дедов устроить совместную свадьбу между крайними поколениями семей. Одним словом гниль, другим словом алло. Третьим словом абонент недоступен. Между тем новый учебный год и целая тонна кринжа. Значит, про подруг Аки совсем забыла, зато они все помнят и готовы припомнить проведенное без них в кругу непонятно кого лето. Но об этом позже, а для начала нужно разобраться с тем, что за странный тип, которого Дагаки не отвергает, а вообще говорит про какие-то странные, непонятные, чудные помолвки. Про которые Масамуне тоже узнал, удивился, шокировался, впал в полнейший ступор, а что Йошина, она не виновата, звонила, не дозвонилась. Беда, конечно, беда, но решать проблемы как-то нужно, и тут уже не до мер поступления. Видите ли, вообще все против ГГ, потому что самозванка уже с подругами ГГшки побеседовала, на свою сторону переманила, противников стало больше, никаких постановочных приколов не будет, комитет так решил. Впрочем, хорошо то, что хотя бы кончается. Но здесь-то все плохо, проблемы на проблемах, решения отсутствуют, к счастью, удачно один вариант имеется. Оба класса будут ставить Белоснежку, а зрители решат, чья пойдет на фестиваль, и заодно победитель получит короны, подарочный танец горемычной. А здесь еще мог быть пересказ подготовки к кринжовому выступлению, истерики Шурика и его неравнодушное отношение к Фуджиномии, которая вообще-то да, вернулась из лечения, живая и здоровая, но вместо этого будет анекдот. Решил как-то из сил поставить пьесу всех пьес, чтобы люди плакали, рыдали, проникались до глубины души, и самое главное, чтобы вся история была краткой, лаконичной и без лишнего пафоса. Ну, собрали зрители, даже философы и Аристотель пришли увидеть новую невиданную доселе историю. Расселись, ждут, тут вдруг все факела погасили, музыканты остановились, темнота, тишина, выходит на сцену двое, и тут Сократ говорит: это Геродот, я его люблю. Что до фестиваля начался, не благо есть проблема, накануне Масамуне, как обычно, бегал, прыгал, стоял на крыше, тренился и, получается, заболел. Печалиться не стоит, в случае его отсутствия на выступлении автоматического проигрыша Фуджиномия так и быть готова потанцевать с горемычным вместо Аки. Но представляете, беда, бедного несчастного больного похитили и удерживают в связанном матраце. Поиски друзья, конечно, ведут, но, как понимаете, безуспешно. Правда, печалиться не стоит, Йошина сработала оперативно и фальшивую тварь тоже заперла. А там еще и душераздирающий флешбэк подъехал, и самого Макаба освободили, и пятиглазая староста звонит, просит перемирия, и все стало на свои места. Преимущество за тем, кто понял, знает, выкупает происходящее. Ну и классу горемычного на сцену позднее, так что подмогу можно подождать. Ладно, если честно, Адагаки готовы без принца выступить, а там и Масамуне выбрался, а Шизя узнал, на помощь побежал, добежал. И даже больше скажу, придумал, как все исправить. Представляете, сам поучаствует в пьесе параллельного класса. И вот больной, нездоровый, почти неживой, выбившийся из сил, слабо Масамуне еле как выполз на сцену, произнес пару реплик, доковылял до ложи Аки. И кто мог подумать, реально взаправду не по-театральному поцеловал, севшую
шоке, зал в шоке, сама горемычная тоже. От удивления даже провела прямое попадание, но все хорошо, что хорошо кончается. Зрители постеронию поняли, приняли, обработали, похлопали. Браво, лайк, подписка, колокол, репост, форпост, ГОСТ, помост, остановка и завершение фестиваля. И выступивший класс вроде победил, а вроде и нет, второе выступление вроде отменили и вроде ничья. Потому для финального определения подойдет караоке. Но поняли, нет, тотальный скип. И на этом, что вы думали, все, конец, никакого повторного поцелования не случилось, все осталось на своих местах. Авторы даже арку с обманщицей не закрыли. Хуже того, зачем-то только к концу арки под рукаки открыли. Это совсем не другая история. И того хуже тайтл вообще закончился ровно на той же точке развития событий, который и начался. Коротко, правильно говоря, кринж. Надеюсь, второго сезона никогда не будет, хоть его и обещают уже который год. Правда, есть ова, которую я не смотрел и не собираюсь. Надеюсь, вас это тоже не коснулось, и вы остались в состоянии поставить лайк, написать анекдот, оформить подписку на Рутуб, Телеграм, ВК, Дискорд и остальные сети, ловушки, капканы, клетки, зоопарки, заповедники. Пока.